Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад «Поворот судьбы». Момент перехода. Давайте узнаем, что в этот судьбоносный период, это на самом деле так, вам подскажут карты. Я делаю этот расклад в начале июня и не ставлю конкретных сроков давности. У кого-то это может проиграться за неделю, за несколько дней. У кого-то период может растянуться, возможно, до конца года. На нас влияют те события, которые к нам приходят извне. И плюс даже планетарными транзитами, которые достаточно серьезны для всех, без исключения знаков зодиака. И это и есть, наверное, создается момент перехода, когда мы можем чувствовать, что-то меняется. Кто-то из нас чувствует эти перемены наиболее остро, а кто-то готов плыть по тому фарватеру, куда несет судьба, будем говорить, или не ставит перед собой глобальных задач. И тем не менее, перемены какие-то будут, с чем-то мы столкнемся. Помним, что жизнь наша не бывает полностью предсказуема, поэтому важно быть реалистами. И часто она похожа на игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Давайте на момент вот этот ключевой перехода или что нам по судьбе рассмотрим, сделаем расклад. И если мы говорим переход, это значит, есть две позиции, прошлое и будущее. Вот исходя из этого постулата, мы с вами сделаем расклад. И первые 6 карт, точнее первые 3, будут означать, что у вас или сейчас, или событие ближайшего будущего, которое основано на том, что вот вы проживаете в данный момент. Как будут разворачиваться эти сами по себе события. И вторые триплет, второй, точнее, карт, это будет отдаленное событие. И вот тут проиграется у каждого по-своему. Четверка, тем не менее, вам выпадает, мои дорогие весы жезлов, о чем нам говорят. Праздник после победы. Значит, есть какая-то ваша победа, ваше достижение или какой-то вопрос у вас, пусть один, но решается. Поворот судьбы в лучшую сторону. И важно не проморгать, не прошляпить вот эти, как помощь высших сил назовите, или Вселенная. И ведь для вашего знака зодиака это правда планетарно очень благоприятный период. Это не говорит ни разу о том, что мы можем расслабиться. Благоприятный период для себя сделать что-то очень хорошее, доброе. Выровнять какую-то траекторию своей судьбы, потому что судьба откликается. Что такое судьба? Это где-то наши планы. Понятно, что если мы сдали какой-то жизненный экзамен, нас пространство и время пустит на новый уровень. Если мы какой-то экзамен не проходим, нам могут повторить урок. Но мы идем дальше. И первые 3 карты – события ближайшего будущего. События отдаленного будущего. Ладно, 2. Это то, что будет, возможно, до конца года. Или у кого-то раньше. Каков риск? Зададим такой вопрос. Или в чем он состоит для вас на этот период? От чего вы откажетесь? Что скрыто? Чего вы можете не заметить? И что вам будет помогать? Смотрим, каково же ближайшее будущее. Это может быть и сегодняшнее состояние апатии, может быть у кого-то. Или когда что-то не получилось. Или, мои дорогие весы, шло совершенно и идет не в том контексте, как вы это предполагали. Или события как-то развиваются тоже своеобразно. Вы не просчитывали. Или для кого-то из вас задача буквально приступить к каким-то действиям. Ведь человек нам показан, он закрывается от мира, от возможностей, и возможности есть. И поэтому не бездействовать. Значит, для кого-то из вас это может быть как у меня нет вдохновения, безусловно, такое может быть. И среди вас очень много людей, которые занимаются творчеством. Обстоятельства жизни порой на нас давят так, что мы света белого не видим, и так бывает. Или куда-то девалось вдохновение, и где его искать тоже неизвестно. Но вдохновение приходит во время труда. Есть
И это подмечено великими людьми, не мной отнюдь, но и это правда работает. Я могу только констатировать этот факт. Себя заставить на что-то организовать, исходя из того, что есть на данный момент. Но не сидеть, это точно. Увидеть сами по себе за возможности. Для вас задача как и теперешнего периода, так и на ближайшее будущее. Давайте мы спросим. Вот посмотрите, вы можете не видеть всего мира, всех возможностей, причем каких-то грандиозных. Может быть, мы смотрим как-то узкоколейно, а тут горизонт нам, карта мир. 21-й, последний старшие арканы нам говорят, нет ничего невозможного. Тут действительно какой-то праздник после победы намечается, или это как хорошее известие, доброе. Если вы прилагали к чему-то усилия, значит, какой-то из вопросов у вас завершится хорошо. Но это будет зависеть от наших действий. Ведь по карте мир, когда мы получаем итог? Когда мы прикладывали усилия. По-другому это не работает. И кто-то прикладывал усилия для того, чтобы совершить переезд, или поменять работу, или построить карьеру, или, может быть, монетизировать свое творчество, расширить свое творчество, стать популярным. И по этой карте это все возможно. Улучшить, изменить какую-то свою финансовую составляющую. Нет ограничений, что бы вы тут ни задумали. И вот такой итог вы будете получать. И это, обратите внимание, это событие ближайшего будущего. Старший аркан. Если вы задумали переезд, мои дорогие весы, у вас это осуществится. Если вы кардинально хотите денежную вашу историю изменить, это тоже получится. У кого-то это будет означать перемены в личной жизни тоже и с открытием новых горизонтов. По этой карте есть еще такое значение мир в душе, баланс как раз, гармония. Что же еще? И вам придется это все удерживать. 4 монет, пусть я называю эту карту картой жадины, но значит вам нужно будет уделить внимание вопросам финансов или каких-то ваших достижений прежних, когда вам нужно будет расширять, усиливать свои позиции и сохранять то, что у вас уже теперь есть, с учетом аркана мир. Может быть, стать популярным, изменить имидж, как-то на себя самого посмотреть совершенно по-другому, это очень важно. Не успокоиться на достигнутом, вот самое главное, для вас будет такая задача. Отдаленное будущее, давайте мы посмотрим. У кого-то это может проиграться, карта император, что вы ожидаете важных документов от высоких чиновников, от инстанций. Что-то вы согласовывали, у кого-то это может касаться, к примеру, недвижимости. И вот у кого-то из вас апатия, потому что я никак не могу получить нужный документ. Или все время что-то пробуксовывает. Может быть, это и ваши действия, мои дорогие весы. Вы прикладываете к чему-то, но ВОС и не там, все время что-то вас отбрасывает назад. И тогда нам карты говорят, если ты прикладывал усилия, нет, у тебя все получится. Все придет в свое время. 7 монет. Всегда нам эта карта говорит, монеты на дереве растут. А дерево – это рост. И любой рост имеет цикличность. Поэтому у тебя все произойдет. И деньги получишь, и документы получишь. Итог ты получишь своим приложенным усилием. Но по карте император нам еще и говорят, какие-то, правда, могут быть важные согласования, либо с конкретным человеком. У кого-то это личная жизнь, у кого-то по карте император это будут новые руководители, новая работа. Ваш статус, мои дорогие весы, может измениться, и здесь тоже не прорасслабиться ни разу. Как-то по-новому организовать свою жизнь. У кого это связано с переездом, организовать себя самого вообще на какие-то новые, не просто достижения, а на адаптацию, может быть. И после адаптации и достижения следует. И согласовывать придется в дальнейшем какие-то документы или свою занятость. Ну, любые коммуникации с сильными мира сего могут все-таки проходить. Или это может быть человек, как я уже сказала, перемены в личной жизни и тот, который вам будет помогать. Но я редко, когда именно вот этот момент могу сказать, что это для всех. Нет, все же мы тут надеемся сами на себя. Потому что нам несколько карт уже сказали, если ты сидишь и ничего не делаешь, у тебя ничего не изменится. И даже при приложенных усилиях, мои дорогие весы,
Будут какие-то заминки, к этому надо быть готовым, чтобы не впасть в апатию. Выдержать штиль – это будет как тоже испытание, но награда того стоит. Давайте посмотрим, что еще. Более того, что мы говорим по карте император высокие инстанции. Кстати, когда мы соблюдаем законы, когда мы соблюдаем систему иерархии, мы уважаем сильных мира сего, мы с ними не спорим, с руководителями тоже, это уже так попутно, чтобы не было какого-то конфликта. Наверное, все будет направлено вот как раз на этот мир в душе, чтобы не было какой-то конфронтации. И одновременно у вас должно все согласовываться с законом. У кого-то важные вехи, которые буквально, может быть, это 20-й аркан, страшный суд. Суд совсем не страшный, но он может говорить о том, что у кого-то произойдут судебные решения, заседания, особенно если у вас теперь это уже где-то проходит, и какой-то суд все никак не может закончиться. Но вот вердикт, видимо, будет в отдаленном будущем. Бывают суды, которые длятся, очень долго. Буквально годами, и это какая-то, такая рутина, которая без начала, без конца. Но я могу тогда сказать, даже вот такие длительные завершатся к концу 2024 года. Будет у вас уже какой-то результат. А у кого-то это может произойти, как я уже говорила, мы не ставим срока давности намного быстрее. Но и вам, мои дорогие весы, любая бумага, вы должны ее перепроверять. Вы не должны собой рисковать. Но карта нам еще также говорит, не оглядывайся назад. Это карта избавления от боли, избавления от страданий. Это карта возрождения. Какой-то совершенно новый этап в отдаленном будущем. Вы, возможно, себя поблагодарите, что были стойки. И какое-то свое дело, намерение вы продолжали даже в те минуты, когда хотелось все бросить. Или когда были какие-то сомнения. И вот эта самая награда, она действительно к вам приходит. 2 карты я ложила специально так, вот эти триплеты, как то, что сейчас или в ближайшем будущем, а это как бы развитие. И посмотрите, если карта мир, и дальше у нас идет 20-й аркан, страшный суд. То есть вот этот мир вы получаете именно благодаря тому, что вы правильные какие-то усилия проделали прежде. Или с нужными людьми связались, может быть, определились в личной жизни, возможно, вы определились в плане вашего пребывания, мы говорим про переезд, если да, или с конкретным человеком, может быть, это бизнес, организовали какое-то свое дело, творчество, и пусть оно где-то пробуксовывало или не все складывалось гладко, вы себя действительно поблагодарите, мои дорогие весы, до конца 2024 года, но уже теперь что-то будет меняться в ближайшем будущем. Давайте откроем еще. Да, тут действительно это туз монет так выглядит, или туз пентаклей. Важное сообщение, как раз документы по этой карте проходят. Иногда проходят новости, которых мы не ждали, и вам, возможно, придется еще раз корректировать ваши планы. Может быть, то событие, которое нас выбивает из колеи. Редко, но проигрывается вот таким образом туз монет. Какая-то бумага приходит, или новость, или что-то мы не можем сделать, мы можем по этому поводу сожалеть или злиться даже, но изменить мы это не можем. В последующем, когда разовьются события, мы понимаем, зачем нам это было нужно. Это как ведет судьба куда-то. Но это не для всех, повторюсь, кому-то важно услышать. А для большинства из вас это решение вопросов финансов. Все же у нас вверху 4 пентаклей и вот какие-то новые возможности. Как новое дело в отдаленном будущем, допустим, в вашем бизнесе это может быть как какое-то открытие филиала или ваше новое направление. В вашем творчестве то же самое. По работе тоже какие-либо возможности или построить карьеру. Но в чем самое главное, нам о чем говорит карта? Туз – это еще единица. Это то зерно будущих побед, которое мы садим в землю. Мы теперь только плоды будущих успехов как будто закладываем в этот период. И до конца 2024 года, мои дорогие весы, будет какое-то важное направление в вашей жизни, от чего вы сможете еще раз как будто оттолкнуться на последующий долгий период. В чем риск?
Когда мы так вот бесшабашно куда-то на энергиях, на эмоциях перемещаемся, или когда мы не успеваем продумать то, что происходит вокруг нас. Ведь сама по себе карта нам о чем говорит? Это рыцарь жезлов. Он готов к неожиданностям. Он едет, он мчится. Но положительная сторона этой карты, именно он готов где-то к риску, к самому по себе. И поэтому этот риск, если он в чем-то и есть, или вы боитесь рисковать, вы буквально, я не говорю про лотерею ни разу. Помним, наверное, что до конца 2024 года, как никогда прежде, легкие деньги опасны, мутные сделки опасны. Ну, я бы и сказала, на весь период Плутона в Водолее. Это та обратка, которая к нам может прилететь лет через 5. Поставить нас перед законом или перед какими-то нововведениями в тупик. И нам придется вернуться назад и заново какой-то урок пройти. Поэтому не рискуйте собой. Жизнь сама по себе лотерея. И поэтому устраивать дополнительную какую-то рулетку судьбы, ну поверьте, не время. Потом скажете себе спасибо. Но и бездействовать, если мы боимся буквально сделать какие-то первые шаги, потому что а что будет, а что не будет, ну, пока ты не попробовал, ты это не узнаешь. Поэтому, в принципе, готовность к тому, что вокруг вас будут меняться обстоятельства, обстановка, и вам придется держать руку на пульсе. Давайте мы посмотрим, от чего вы откажетесь. О, карта мага. От каких-то манипуляций вы откажетесь, это точно. Или от какого-то дела вы откажетесь. По карте мага, может быть, какой-то вопрос вам приходилось решать и хитрить, мои дорогие. И вы закроете какую-то сложную историю, когда вам приходилось выкручиваться. У кого-то приходилось выкручиваться по финансам. Буквально манипулировать или где-то изворачиваться для того, чтобы решить вопрос, когда, в принципе, картина какая-то для вас будет более понятна. Это тоже хорошо. Что же скрыто? Королева монет. И по этой карте это карта стабильности. Это, кстати, для людей творческих или для тех, кто имеет личное дело, личный бизнес, или работаете вы сами на себя, вы руководитель собственной жизни от начала до конца. Это прекрасная карта, потому что сначала какой-то план грандиозный зарождается в голове, в ментальности у королевы монет, а потом она это воспроизводит в нашей реальной жизни. Она умеет из хаоса создать порядок. Она умеет обустроить жизнь с нуля, мои дорогие, и превратить ее в процветающий оазис или сделать сад мечты. Вот какой-то такой путь вы можете пройти, что скрыто. Вы можете теперь этого не видеть. У кого-то попросту из-за хандры, а у кого-то из-за того, что я никак не могу начать. Какая-то длится прокрастинация. Я не вижу возможностей. У меня сплошной кризис. Может быть, эти возможности в каких-то критических моментах, которые пытаются уйти из вашей жизни, как раз и состоят. Но когда нам выпадает, что скрыто, это карта благополучия. Все то, что я перечислила, в первую очередь говорит о том, что скрыто вам придется обустраивать свою жизнь как-то по-новому, в новом контексте, организовывать себя на что-то другое, но никто ничего не скрывает. Прекрасная карта, еще раз повторюсь, как раз стабильности, уверенности в собственных силах. И что же вам будет помогать? А сама по себе Вселенная, колесо фортуны. Но ваша задача, обратите внимание, мы говорили с вами про риск, быть готовым, к тому, что обстоятельства будут для вас меняться. И этого не следует бояться. Придется быстро, может быть, действовать, анализировать. Может быть, и какая-то обстановка для вас будет непонятна, сложна. И для себя придется отстраивать совершенно новую вашу тактику и стратегию. И карта, кстати, если что помогает, объединяет вот эти значения. И плюс еще организовывать финансовое будущее, составляющее на сегодняшний день как-то совершенно по-другому. У нас ведь изображена семья. И в этой колоде карт нам говорят о благополучии тоже буквально. Отец семейства наклонился и поддерживает огонь в очаге, чтобы он не погас и чтобы он в то же время
не обжег, не спалил что-то. И вот этот баланс, вот это равновесие вам придется удерживать. Ну, где-то как и через настроение, чтобы не было минусовых эмоций и выдерживать какой-то штиль. Или в последующем быстро развиваются события, и вам придется очень быстро принимать тоже решения какие-то. Но, поверьте, действительно для вас что-то меняется к лучшему. Сами по себе перемены, пусть они, ну, какие-то нестандартно сумасшедшие, или это что-то неожиданное, ваша задача увидеть возможности от начала до конца и поддерживать вот этот огонь в очаге. Поддерживать теплые доверительные отношения. Для кого-то из вас что помогает, если вы один или одна. Ну, буквально не сидеть в одиночестве. Тогда для вас 4 кубков будет говорить, что и ничего у тебя в жизни не изменится, если ты не будешь открыт миру, буквально. Или ты не выйдешь из какой-то зоны ограничения, сам или сама не продумаешь, как, каким образом, где я могу познакомиться, как я могу изменить жизнь. А здесь как раз будут такие возможности до конца 2024 года встретить свою любовь. Перекладывайте на себя, мои дорогие, весы и будьте счастливы, будьте любимы всегда.